Трагедия произошла около 6 часов вечера 11 декабря по Москве на улице Миклыха-Маклая в овраге. Рядом с колодцем дренажной системы был обнаружен лежащий на снегу человек. Им оказался режиссер телекомпании «Вид» Александр Куприн. Он сообщил, что у него, по-видимому, сломана нога. Режиссер также сказал, что он вместе с коллегой готовил съемку в городских подземных коммуникациях, где их неожиданно смыло потоком. Компания «Вид». Куприн Александр Александрович. Назад никак не получится. Ругайся, да, там ругайся. маком. Давай, держись за меня. Сейчас повыше. Чуть повыше. Здесь единственный, наверное, в Москве не так далеко подземный водопад. Была мысль сделать сюжет, может быть, фильм об этой подземной реке, которая здесь протекает. Характер состоит средней тяжести. А характер повреждения, естественно, закрытый перелом. Всем привет! С вами канал обо всем подземном и заброшенном Underworld и его ведущий Steppenwolf. Сегодня у меня в гостях режиссер, журналист Александр Куприн. И как ни странно, речь пойдет у нас не о журналистике, не о кино, а о подземных коммуникациях и наших диггерских приключениях. И мы вернемся сейчас на 25 лет назад, когда в Москве, в Обручевском районе, произошла трагедия, в результате которой погиб телеоператор, а наш гость Александр Куприн тогда получил травму. Вы спускались в коллектор. Какие тогда цели преследовали? Погиб не оператор, а человек, который отвечал за безопасность будущих съемок. Когда мы опускались в этот коллектор на улице Миклуха-Маклая, значит, там мы готовили съемку. Перед этим у нас прошла фотосъемка, но это, правда, за несколько лет до этого. Мы прошли всем этим маршрутом, значит, который мы хотели повторить снова. Но, видимо, произошла ошибка, потому что этот коллектор канализационный, значит, когда мы в него попали первый раз, видимо, он был заглушен. То есть движения воды практически не было. То есть он был сухой на тот момент, когда вы там оказались? Нет, он не был сухой. Когда первый раз мы туда попали, мы все равно шли в костюмах этой химической защиты L1, вот, то есть воды было где-то там по пояс все равно. Но это была не нечистоты, это были, видимо, я не знаю, может быть, его как-то чистили или еще что-то с ним делали. Вода была достаточно чистая, но очень большой слой сине-зеленых водорослей, ила, был под ногами. То есть вот сапоги вот эти, которые, часть костюма L1, они вязли довольно сильно, но двигаться вполне можно было. Вот. Это было еще до того, как мы до 10 декабря 1999 года, трагическая история, о которой сейчас идет речь, события, о которых я сейчас говорю, они были где-то 2 года или 3 года до этого. То есть вы в этом коллекторе были? Да, я там уже бывал. Вы в этом коллекторе были уже за несколько лет до вот этого случая. Да, знаете, даже лет за 5 до этого, да. Вот. Когда вы первый раз там оказались, прошу прощения, когда вы первый раз там оказались, вы с какой целью туда спускались? Это какая-то съемка была, подготовка, или это просто был лично ваш интерес к этой подземке? Нет, мы готовили фильм, который должен был называться «Под землей Москвы», который должна была выпустить кинокомпания «Фора фильм». И было выделено там какие-то незначительные очень деньги, но на подготовку. Вот. И у нас, значит, были такие ребята, сталкеры, приключенцы, с которыми мы связались, и они нас водили вот в разные места, в том числе в это место, где, значит, вот этот коллектор
канализационный постепенно переходил в водопад в такой. Вот, значит, и весь этот водопад падал в такое довольно большое пространство с бетонными балконами, с такими хорами. Вот. Ну, он имел определенное название, это место. Ну, в общем, храм сатаны они его называли. Мы не пользовались этим названием. Но вообще на католический храм было похоже. Вот это место под землей. Глубоко. Своими масштабами, размерами. Нет, этими балконами, вот хорами так называемыми. Многоярусное это все было. Да, такие балкончики, галереи там целые были по бокам этого пространства. Вот. Этот водопад падал в такую водобойную яму, вот, и дальше уже с него начиналась подземная река. С 90-х годов в диггерской среде существует легенда об огромном подземном водопаде. Широкую известность он получил под названием КТР – «Колодец трех рек». За десятилетия это место обросло слухами и небылицами. Его искали многие диггеры, в том числе и Вадим Михайлов, известный как Вадмих, который считается основателем диггерского движения в России. Но поскольку никто так и не мог найти этот водопад, достоверной информации о том, что он из себя представляет и к какой системе городских коммуникаций относится, не было. Подземную реку мы первый раз, когда попали туда, тоже прошли. Вот, но там уже глубина была, уже доходила выше пояса, уже до груди где-то доходила глубина. И вот этот ил, он засасывал тоже очень сильно. И мы поняли, что без какой-то лодки, без плота такого надувного мы обойтись не сможем. Вот. И пройти дальше мы не сможем. И, собственно, вся идея вот следующей экспедиции была в том, чтобы, значит, провести разведку. По-прежнему можно ли туда дойти, нет ли там каких-то сложностей по поводу спуска по этому водопаду, потому что были какие-то сложности, можно было и на веревках спускаться. То есть нам нужно вдвоем с моим товарищем пройти и посмотреть, ничего ли за 5 лет не изменилось, и какие нужны средства для того, чтобы уже дойти до этой реки. И дальше мы планировали, значит, десантный бот такой, значит, туда притащить и на нем сплавиться вниз по этой реке подземной. Вот. И ничего не получилось. То есть вы, когда первый раз там были, я не совсем понял из ваших слов, вы сказали, что там внизу река. И вам потом удалось спуститься вот через этот перепад? То есть вы оказались внизу в этой реке, когда первый раз вы там были? Или вы не спускались? Да. Удалось. Мы дошли до этой реки, там уже был достаточно объемный тоннель, почти как метро. То есть вы спустились в Нижний Биев тогда? Да. Место, которое искали диггеры долгие годы, является частью магистральной канализационной системы. Она же, в свою очередь, представляет из себя уникальное для Москвы гидротехническое сооружение, строительство которого велось в конце 1980-х годов. Но о нем я расскажу чуть позже. Тогда вы сказали, что воды было где-то по пояс в первый раз, но течение было сильное? Вообще, насколько сложно было? Течение было небольшое, поскольку все-таки водопадик такой небольшой был. Вот этот вот сам коллектор и вот эта река, они на разной высоте протекают, да, и, соответственно, был водопад. Вот. Но течение почти не было, очень несильное было. А когда мы второй раз спустились, нас просто смыло. А второй раз вы уже вдвоем были? Да, мы были вдвоем, при этом мы подготовились более серьезно. У нас снова были те самые костюмы L1. Значит, у меня были костюмы L1, у моего товарища вообще гидрокостюм был. И на подвязках, на всех, на страховках, мы спустились. Мы даже не дошли до водопада, вообще никуда. Мы просто спустились в люк, встали в эту реку, и в этот момент вода сильно поднялась в коллекторе канализационном.
Вот, и, значит, моего коллегу смыло. Вот, но он был на веревках. То есть, но как-то его так смыло, что я стал дергать за веревки, и вообще они никак не поддавались. И потом уже я вроде бы его смыло и куда-то уволокло вниз. Ведь там что-то было. То есть вообще у меня было ощущение, что мы попали в какое-то совсем другое место, не там, где мы были раньше. Вот. То есть... Хотя все было по внешним признакам тоже. Там вы спустились во второй раз сначала на балкон, а потом вы рискнули спуститься непосредственно в сам коллектор, где на тот момент уже он был действующий. Второй раз мы просто спустились, по лестнице. Там был не балкон, а просто еще какое-то сухое пространство, из которого нужно было еще спуститься где-то 2 метра вниз. И там была вот эта труба канализационного коллектора. Вот. И вот, собственно, там очень скользкое было дно, вот, поэтому его быстро уволокло. И он упал, у него выбило фонарь из рук. Я прям видел, как он там болтается отдельно от него. Вот. Вот. И да, рядом со спуском в коллектор был еще какой-то водопад. Тоже, так сказать, текла сверху под большим напором вода, и переговариваться было практически невозможно. То есть шум был в полном шумовом спектре, то есть не докричаться даже. Вот. И, значит, у меня выключился фонарь, вот, и в какой-то момент, значит, я попал в такое положение, что ничего не слышно из-за грохота воды, которая заглушает все. И ничего не видно. Абсолютная темнота. Вот. И, в общем, я упал в этот водопад, но удержался на руках. Вот. При этом сломав самое бедро. Вы были застрахованы. И ваш коллега, и вы были застрахованы. Нет, страховка, я имел в виду, что веревка, это просто веревки. Да, я и говорю о веревках. На нем были, веревки, а на мне ничего не было. Угу. Только штаны, костюм L1. Понятно. А вы когда вообще планировали спускаться в этот коллектор, вы знали, что это за система? Почему вы выбрали именно этот коллектор? Потому что мы в прошлый раз по нему прошли к этому водопаду и спустились в подземную реку. Значит, в первый раз, когда мы спустились в этот коллектор, он был заглушен, то есть он не действовал. Может быть, ремонт был или еще что-то было. А во второй раз мы спустились в действующий коллектор, который вообще никак не подразумевал нахождение там человека. Но я имею в виду, я немножечко уточню свой вопрос. Почему вы именно этот коллектор вот первый раз выбрали? То есть вы знали, что это за система, куда вы идете? Нет, у нас был проводник. Потому что в Москве очень много подземных коммуникаций, в том числе исторических. Та же самая нашумевшая Неглинка, та же Пресня. Почему? Эти все места мы обошли, тоже везде там были. То есть это тоже была часть съемочного плана, скажем так. Это да. И было большое количество фотографического материала отснято там, который и до сих пор где-то находится у фотографа нашего, который с нами работал. Когда вы в первый раз спускались, это вы делали съемки, фотографировали? Да. Мы когда готовили фильм «Под землей Москвы», мы проходили все, что есть под землей в Москве. И ту же Неглинку, и разные, так сказать, подвалы там, соединенные между собой, и всю эту соляные склады, вот эти вот под... вот этот тоннель под домом. Знаменитая солянка, система солянка. Знаменитая солянка, да. Тогда там были коммерческие гаражи и качалки для бандитов. Вот. И какие-то еще непонятные помещения. В общем, очень много всякого разного нам удалось тогда повидать. Но, видимо, по той простой причине, что тогда все это были 90-е, это было середина 90-х, 95-й, 94-й. В общем, вот такие вот годы, когда контроль за всеми этими подземными протяженностями был не такой, как сейчас или как там 20 лет назад. Ну да, совершенно верно. Тогда все это гораздо более доступно было. Но
опять же, возвращаясь к этому коллектору, вы не знали, что это за система, когда туда шли. То есть просто вас вели ваши проводники, вы не знали о том, что это, во-первых, действующая канализация, действующая канализационная система. Да, видимо, она была... Я сейчас думаю, что она была заглушена тогда. Это действующая канализация. Ну, возможно, да. Возможно, что... Когда мы попадали туда первый раз, а второй раз мы так и думали, что она вот в таком вот виде остается, но вот не подготовлен. Как вам удалось тогда, вот, когда уже произошел этот трагический случай с Максимом Очертиным, как вам удалось покинуть коллектор? Ну, я провисел какое-то время в струях воды. Вот, значит, удалось мне сесть на бетонную поверхность, и я дополз до основания лестницы, по которой мы туда спускались, вот, где у меня лежал рюкзак. Вот. Я в этом рюкзаке попытался вытащить оттуда фонарь, даже вытащил. Вот, он мигал, что-то не работало, все намокло очень сильно. Вот, и я пытался заменить батарейки, были запасные батарейки. Ну, в абсолютной темноте, в этом грохоте, потом со сломанной ногой, в общем, это не получилось. Вот. А дальше я понял, что я самостоятельно не смогу оказать какую-то помощь Максиму, да, который находится там у меня внизу. Я был абсолютно убежден, что просто он висит там на веревке и ждет вот помощи. Вот. И, значит, я понял, что мне надо выбраться, значит, вот по этой лестнице. А это надо сказать, что довольно глубокий коллектор, и ползти по лестнице нужно было достаточно долго. Какая там глубина заложения? Сам этот смотровой колодец, через который вы спускались? Метров 20, наверное. Ну, может, больше, но не меньше. Ну, понимаете, когда кость торчит из ноги, вот, то тяжело оценивать. Вот, тяжело оценивать, может быть, там и 5 метров было, но мне кажется, нет, больше намного. Вот, то есть пришлось подниматься по этой лестнице, да, потом фиксироваться, то есть заплетаться специально, особым образом руками и ногу там как-то вставлять между этими самыми планками лестницы. Дальше я терял сознание от боли. Вот, снова приходил в себя и продолжал движение. Вот так я где-то 3-4 раза потерял сознание и снова, так сказать, его обрел. Вот, и вылез, но из этого люка. Но оказалась проблема еще одна, потому что я сесть не могу. Потому что настолько больно, что то есть, когда садишься, кость начинает совсем вырываться из ноги. Вот, и я просто на руках висел в этом люке, а уже были сумерки. Вот. Я страшно стал кричать, и там какие-то 2 женщины, которые гуляли с собаками, там это лесополоса, вот этот люк выходит там в очень нежилое место. Там была лесополоса, декабрь, да, и там поздно, уже почти стемнело, и ходили какие-то 2 женщины, собачку выгуливала, они просто убежали со всех ног. Вот. Испугались, что какой-то мужик из темноты орет. Вот. И потом уже подошла опять какая-то женщина, она шла, вот, и я попытался спокойно позвать ее, она подошла. Ну и все, и после этого стало ясно, что все в порядке, потому что я ей сказал, что у меня там внизу человек. Вот. И если вам нужно дойти до общежития, которое там на улице Миклуха-Маклая, и сообщить милиционеру, охраннику о том, что произошел несчастный случай и требуется срочная помощь. Вот. Если вы по какой-то причине, я ей сказал, вы этого не сделаете, то на вашей совести, возможно, будет смерть человека. Она убежала, и в скором времени прибежала охрана. Вот. Вызвал МЧС. Дальше меня, наконец, кололи промедол. И уже я смог как-то более адекватно, вернее, оценивать ситуацию. Ну,
как дальше, все, скорая помощь, потом это институт Склифосовского. Когда я вот вылезал из этого люка, я с собой разговаривал громко, в голос. Я к себе, Александр Олегович, все время обращался ко мне. Когда я маленький был, так дедушка обращался. Я потом уже анализировал, вспомнил. Это у меня дедушка мне помогал, вот маме, папа. У меня еще все время мысль была, что у меня человек внизу, друг мой, Максим, он вывести уже не может, ответственность на мне, все. И поэтому вот я в этот момент был с дедушкой с моим, с другом, который погиб потом, но все равно он погиб, я не смог его спасти. Но я лез, потому что они вот вдвоем мне еще помогали, да, и вот мы выбрались все. Вот и все. В первый раз вы говорите, у вас были проводники. И, в принципе, на тот момент как бы наиболее известные группы диггеров, которые занимались исследованием подземных сооружений в Москве, была группа так широко известного Вадима Михайлова, его еще называют Вадмих. Это его команда была или это какие-то другие люди? Это не его команда была, это были другие люди. Он ко мне в больницу приезжал потом, Михайлов. Он мне даже показывал рисунок вот этого подземного водопада и вот этого пространства с хорами, с балкончиками. Вот, достаточно точно кем-то нарисованное. То есть он имел представление об этом месте, но ни разу там не был. Да, и в итоге он его так и не нашел по сегодняшний день. Вообще в итоге оказалось так, что мои коллеги-диггеры пытались найти это место. Это, в принципе, это, во-первых, легендарное место в московской подземке, практически недоступное, но вы сами понимаете, какая там ситуация. И вот из этого места, вот из этого пространства был прямой выход на поверхность, в принципе, то есть без помощи прохождения по коллекторам. И где-то 5 или 10 лет назад мы с одним диггером, который пытались найти вход, вот, но там какой-то бетонный завод, какая-то, в общем, я знаю, куда мы выходили, там все забетонировано, все, видимо, они по какой-то причине уничтожили вот этот прямой вход туда. Ну, на самом деле, да, эта шахта закрыта сверху, то есть она недоступна сверху сейчас. Да, сверху мы не смогли найти никакого. И в принципе, вот коллегами, которые исследовали эту систему, которые нашли в итоге это легендарное место, оно в диггерских кругах оно называется КТР, колодец трех рек. Технически КТР представляет собой перепад высотой около 20 метров между двумя канализационными коллекторами. Сточные воды подводятся от Новосолнцевской канализационной станции и, пройдя перепад, впадают в Обручевский канал глубокого заложения, который, в свою очередь, впадает в Южный канал. Дальше сточные воды транспортируются непосредственно на Курьяновскую станцию аэрации. Да, слияние трех рек. Вот. И, собственно говоря, я потом впоследствии в 2016 году благодаря вот этой команде диггеров тоже побывал непосредственно в этой шахте, но ими как бы было доказано, что спуск, вообще дойти до этой шахты сверху по тому коллектору, в который спускались вы, невозможно. То есть это возможно только попасть туда снизу, и то тоже с очень большими рисками, с использованием страховки. Да, я еще раз говорю, что, скорее всего, это, видимо, был какой-то ремонт, временная остановка действия этого. Скорее, это был ввод в эксплуатацию, потому что вообще эта система была построена если не ошибаюсь, у меня есть вся эта документация, очень интересная книга есть, посвященная московской канализации. Если не ошибаюсь, в 1986 году. Ориентировочно было закончено строительство, и, видимо, как раз там велись пусковые работы, то есть вот к моменту, когда вы там первый раз были... Мы там были в 94-м или 93-м. Вот, то есть это позже было. Больше того, нам в руки попала
карта подземных коммуникаций, которую вот мои редактора где-то достали. И мы, собственно, на карте увидели это место. И там была обозначена и водобойные ямы, и водопад. А вот, но вот куда это все, куда ведет эта река, не было указано. Такое впечатление, что не было построено, что ли, еще. Нет, ее Вот. подключали. Вы попали через эту реку туда? Вы туда попали через Да, эту именно, реку? именно через Нижний Бьев, то есть вот через тот большой коллектор метрошного диаметра. Собственно, это действующая канализационная система, ну, точнее, как на тот момент, когда она строилась, она дублировала действующую юго-западную канализационную систему, и, собственно, это все выходит в итоге на Курьяновскую станцию аэрации. В итоге. Там, в этом пространстве, еще была огромная квадратная бетонная плита, которая была подвешена к потолку большим круглым железным стержнем с нарезкой, с такой, как будто болт, такой винт какой-то такой. Вот. У меня производилось впечатление, что она нужна для того, чтобы производить запор, может быть, этой системы всей механический. Ну, было интересно, непонятно, что это такое и зачем. Чтобы перекрывать саму систему в случае профилактики, ремонта, там есть, собственно, вот как раз в Нижнем Бьефе, куда вы в первый раз спускались, там вертикальные шиберные затворы металлические, стальные. Они, правда, уже на момент, по крайней мере, моего попадания в эту систему, они изрядно проржавели. Сейчас, в принципе, в строительстве таких систем применяются в основном из нержавейки затворы, потому что все эти стальные затворы, они, особенно в условиях очень агрессивной среды канализационных систем, они очень быстро приходят в негодность, стальные затворы. Но вот на момент строительства и на момент 2016 года, когда я попал в эту систему, это все было оборудовано стальными затворами. Вот. А бетонная штука, я, честно говоря, не очень пойму, о чем вы говорите, где она находится. Ну, мне в моих воспоминаниях она кажется бетонной. Может быть, она была какой-нибудь не бетонная, может, это сталь была какая-нибудь. Вот. Вы попали туда со стороны вот этого Нижнего Бьефа, Да. как вы его называете? Да, со стороны Нижнего канала. Как вы попали в этот Нижний Бьеф, если не Через секрет? смотровой колодец такой же. Глубина там порядка, ну, наверное, 30 метров непосредственно в той шахте. То есть вообще там колеблется от 20 с небольшим до 46 метров сам этот коллектор магистральный, который вот нижний, который принимает тот коллектор, в который вы спускались с Максимом. Да. А вот этот Нижний Бьеф, он куда ведет? Он ведет, это не Нижний Бьеф, это уже магистральный канализационный коллектор, который принимает стоки с многих районов бытовой и промышленной канализации. Там подключена Филевская, по-моему, станция насосная. Тот коллектор, в котором вы были, он идет от Новосолнцевской канализационной насосной станции. Там же Самородинская канализационная насосная станция подключается. И, по-моему, еще одна какая-то. И вот со всех этих районов собираются промышленные бытовые стоки. И вот этим как раз коллектором, он уже как бы конечный коллектор магистральный, все эти стоки транспортируются на Курьяновскую станцию аэрации, которая находится на другом берегу Москвы-реки. Там еще есть уникальный дюкер под Москвой-рекой, в котором проходят вот эти вот все стоки. То есть на большой глубине они доходят до Коломенского, и потом в районе Коломенского уже там специальные насосные станции, которые самотеком, по-моему, это спускается все в дюкер под Москвой-рекой, а потом уже на напорной насосной станции поднимается на другом берегу и непосредственно уже отправляется на Курьяновскую, там буквально километр до Курьяновских очистных. Строительство Обручевского канала, являющегося основным сооружением юго-западной канализационной системы Москвы, курировали лично Ельцин,
бывший на тот момент первым секретарем Московского городского комитета партии, и начальник главмосинжстроя Ресин, который позднее в период с 2001 по 2011 годы возглавлял комплекс градостроительной политики Москвы. Это говорит об исключительном значении объекта для инфраструктуры столицы. Длина тоннеля 6,2 километра. Максимальная глубина заложения 46 метров. Его проходка велась двумя щитами диаметром 5,2 и 5,6 метра. Опыт работы с таким проходческим комплексами был в метрострое, поэтому персонал строительных трестов, на которые была возложена проходка Обручевского канала, обучался у своих коллег из метростроя. Такая глубина заложения спроектирована для того, чтобы туннель проходил в стабильных грунтах. Но на некоторых участках все же пришлось применять специализированные методы работы. Например, в районе пересечения улиц Волгина и Профсоюзной пришлось использовать искусственное замораживание грунта. А в районе метро Калужская канал проходит под тоннелями метро, и там применяли метод химического закрепления грунта. Еще интересный факт. Первичная обделка тоннеля диаметром 5,2 метра, то есть те самые железобетонные тюбинги, была специально разработана для строительства Обручевского канала. Когда вы двигались по этому дюкеру, вы использовали лодку? Значит, это не дюкер. Дюкер – это который под Москвой рекой. Значит, мы входили, там очень интересная ситуация. Там есть шахта глубиной, порядка 30 метров, наверное. Я точно не знаю глубину заложения вот именно в том месте. То есть эта шахта, она находится прямо напротив впадения вот этого коллектора, в который вы спускались первый раз и опускались по перепаду вниз. И вот если там пройти еще вперед порядка, наверное, 300 метров, вы как раз выходите в этот магистральный коллектор. Он идет перпендикулярно тому коллектору, по которому вы первый раз пришли. И течение там, если бы вы шли, течение для вас было бы слева направо в магистральном коллекторе. У вас течение вам как бы в спину было, а в магистральном коллекторе, в который вы бы вышли, или вы в него вышли, я так и не понял, вот 6-метровый коллектор метрошного диаметра, это и есть как раз... Да, мы в него вышли. Он идет перпендикулярно. И он уже, в принципе, на тот момент должен был быть действующий. Вот. И первый раз, первый самый спуск моих коллег, он был где-то в районе 2014 года, причем, что удивительно, организовала вообще все эти поиски и большинство этапов подготовки девушка Диггер. Организовала все очень грамотно, так что в итоге мало того, не было ни одного несчастного случая, и в итоге удалось найти саму вот эту вот ствол, камеру с легендарным КТРом, колодцем трех рек. И вот первый раз они как раз спускались на лодке туда. Из нижней шахты они спускались на лодке. Тогда лодке пришлось бы идти против течения. Против течения, но это тоже было все продумано. Они первоначально в тот коллектор, в который вы спускались сверху, где погиб Максим, в последней доступной камере они спустили в этот коллектор по течению большое количество веревки, которую потом выловили в нижнем коллекторе. То есть они ее зафиксировали в верхнем коллекторе, в нижнем коллекторе они ее выловили, зафиксировали ее там в камере в нижнем бьефе, и уже к ней пристегнули жумаром лодку, и просто уже эта лодка, она как паром шла. То есть они не тупо против. То есть вот так вот? Да. Они помогали веслом, конечно, но... Веслом без... Их бы все равно смыло. Но именно за счет того, что они были встегнуты в веревку и на этом жумаре, как паром фактически передвигали эту лодку, они таким образом сумели пройти эти, порядка 300 метров до камеры, до ствола, где вот находится этот самый легендарный КТР. И потом в итоге уже
по этой веревке рискнули еще ребята, которые оставались вот в том стволе, в магистральнике, с которого они отправились на лодке. Они рискнули пройти этот участок, встегнувшись в веревку, ну, как бы в альпинистской обвязке, встегнувшись в веревку, и вот тогда уже было доказано, что там, в принципе, можно пройти даже пешком этот участок. Вот. Но там, опять же, есть свои нюансы. Естественно, что канализационные коллекторы, тем более, что в Москве канализация, она раздельная, то есть дождевые стоки отдельно идут, бытовая и промышленная канализация отдельно. И за счет этого, во-первых, это не подвержено воздействиям атмосферных осадков, то есть дождь, не дождь на улице, в этом коллекторе это никак не отражается, в канализационных коллекторах. Во-вторых, естественно, есть дневные пики и дневные спады, часы пик и часы спадов. И естественно, что, там, я не знаю, ну, грубо говоря, в ночные часы сбросы в канализацию вообще по всей Москве в разы сокращаются, то есть люди спят, предприятия, большинство, которые не на круглосуточном режиме, они тоже перестают свои сбросы, прекращают, либо там значительно они уменьшаются. И, соответственно, вот в такие часы реально ощутимо падает уровень воды в канализационных коллекторах. И вот именно в такие часы удалось пройти, собственно, вот этот вот магистральный коллектор и вот этот вот коллектор, подходящий от Новосолнцевской канализационной станции. Да, понятно. То есть там ясно, значит, вот вся эта операция как раз вот этой командой, этой девушкой Диггером, это все было достаточно. На протяжении нескольких лет сначала велись поиски, потом полгода потребовалось на подготовку вот первого этого спуска, чтобы пройти этот участок в 300 метров до КТР. Вот именно так, да, это и надо было делать. Наша вся община вот к чему привела в итоге. Но хочу предупредить всех заинтересовавшихся местом, что любые спуски в действующие канализационные системы смертельно опасны. И, к сожалению, трагические случаи в подобных объектах случаются регулярно, даже среди профессионалов, сотрудников водоканалов разных городов мира. Вы после вот этих событий 99-го года вообще как-то еще возвращались в подземную Москву? Нет. Не было желания или просто не было случая, необходимости, скажем так? Ну, не было случая необходимости, а если бы он возник, то не было бы желания. Потому что все-таки это было для меня очень травмирующим событием. Вот. То есть, ничего более такого страшного я, наверное, хотя разные были вещи, и на войнах там я бывал, вот, но все равно такой большой опасности. Вот. Тут понимаете, в чем дело? Вот говорите, почему я вылез оттуда? Что, собственно, мне помогло? Мне помогло то, что у меня внизу был человек. Если бы... Вот. И я, собственно, лез и пытался выбраться для того, чтобы удалось его спасти. Потому что сам момент его гибели долго от меня скрывали, я ничего об этом не знал, пока лежал в институте Склифосовского. Вот. И это было самым большим ударом, наверное, в моей жизни, вот это вот событие. Когда, собственно, вот меня спасали, вытаскивали оттуда, тогда была в моде вот эта вот самая такая вот эта вот передача «Служба спасения», по-моему, она была по телевидению. И туда вместе со спасателями дружно приехал и оператор, по-моему, даже не один. Вот, и все это очень активно снималось. И потом я обратился в эту службу спасения, которая на эмблеме такая летучая мышь с ключом. Вот, и они мне выдали это видео. Вот. И, собственно,
вот с этого видео начинается один из моих фильмов, который называется «Победа». Вот его можно найти, значит, вот в интернете. Фильм «Победа», режиссер Куприн. Вот. Дело в том, что вот эти события, они меня впервые поставили перед лицом смерти, вот так вот прямую, с одной, причем как бы и моей смерти, и смерти другого человека. И вообще как бы вот, если до этого все было как-то несерьезно, и как-то вот после этого все стало серьезно в жизни. И поэтому, собственно, я и снял вот такой фильм, потому что, после этого события у меня был такой посттравматический стресс, видимо, вот, который можно было преодолеть только снимая о том, что со мной дальше происходит, вот после этого события. Просто все подряд снимая. Вот, я почти несколько лет что-то такое снимал, и в конце концов потом смонтировал вот такой вот фильм, из которого можно посмотреть, что происходит с человеком после того, как он переживет вот такие травмирующие события в своей жизни. Ну, вот. А такой не совсем корректный вопрос. То есть, как доставали тело Максима, вы не видели? Вы не присутствовали? Видел на видео. Уже впоследствии. То есть он... Они меня увезли, а потом продолжали снимать. Он в итоге оставался уже после гибели застрахованным на этой веревке, то есть в этом коллекторе. Да, они его подняли по веревке. Я не могу сказать точно, была ли это их веревка. Но его же не унесло там неизвестно куда. Они его подняли, они вытащили с помощью этого. Там такая скорость течения, я говорю, я поскольку был в нижнем коллекторе, но я понимаю, что это такое, и если бы он не был застрахован, то тело в любом случае унесло бы в нижний коллектор и уже туда дальше по коллектору. То есть там Нет, они его подняли. Да, они его подняли. Они проложили свои какие-то веревки дополнительные и уже как-то по ним прошли и подняли. Вокруг этого места существует множество легенд. Есть среди них и очень любопытные. Одна из них гласит, что на перепаде была спроектирована и смонтирована компактная ГЭС. Другая рассказывает о происхождении третьей реки в КТР, которая там действительно присутствует. Всего в полукилометре от перепада находится строительная площадка компании «Трансинжстрой», осуществляющей строительство и эксплуатацию всех объектов, связанных с так называемым «Метро-2». Строительная площадка ТИСа с символикой метрополитена на воротах на улице Обручева появилась еще в первой половине 1980-х годов и существует по сей день. На протяжении всех этих лет с территории периодически выезжают самосвалы, груженные грунтом. На площадке находится копер со стволом, уходящим вглубь на десятки метров. Козловой кран, который заменили на новый в середине 2010-х годов. И все это активно работает с учетом того, что никаких коммуникаций метро именно в этом месте не существует. Зато существует мнение, что неподалеку находится один из объектов метро-2, а третий коллектор, подходящий в КТР, это сброс дренажных вод из секретного объекта. К слову, к перепаду этот коллектор подходит как раз с той самой стороны. Впрочем, как говорит Леонид Каневский, это совсем другая история. Ну а полную версию этого интервью вы можете посмотреть, подписавшись на мой Boosty, и тем самым помочь в съемках видео о новых, интересных и редких объектах. Ссылку я оставлю в описании к этому видео. Была новостная лента тогда, многие новости и сейчас сохранились с того периода, который описывают вот тот случай с вами. В частности, в «Коммерсанте» писали, что связывались, вы тогда работали на телекомпанию ВИД, связывались с телекомпанией ВИД, сказали, что они якобы опровергли, что проводились какие-то съемки. То есть это ваша инициатива была или все-таки это было редакционное задание? Нет, это была моя инициатива. К ВИДу это не имело никакого отношения. Тем более
Ну, я просто там еще в это время работал и делал какие-то другие работы. А мы готовили вот эту вторую экспедицию, собирались, вот, уже, ну, как бы самостоятельно. Спасибо вам огромное, что согласились на это интервью, что так интересно рассказали о тех трагических событиях. Мне это было очень интересно услышать, поскольку я немножечко с другой стороны к этому причастен. Я знаю, как велись в диггерской среде поиски вот именно этого места и насколько оно было культовым, но в принципе оно и сейчас остается культовым, имеется в виду, что многие даже отрицали его существование, что это якобы какая-то легенда подземной Москвы. И, Ну да, наверное, мне не верили. и после того, как я сам побывал там снизу, вот с нижнего коллектора, когда мы вошли, на меня это, конечно, произвело сооружение неизгладимое впечатление именно своими масштабами, именно сложностью строительства. Ну и там, если еще вдаваться в технические подробности, там есть много нюансов, которые очень удивляют, именно с точки зрения, как выполнен этот перепад. То есть для меня это тоже такой этап был очень интересный и очень большой. Как для диггера я сам давно исследую подземные сооружения, не только в Москве. Но вот это вот, наверное, место, которое на меня произвело самое большое впечатление. Из всего, что вообще мне удалось. Ну, оно наиболее сакрализированное, так сказать, еще место такое. Ну, которому придают некий сакральный смысл. Да, совершенно верно. Ну, еще из-за сложности попадания. Ну да. Спасибо вам огромное, Александр. Очень всего доброго. Приятно, очень интересно было. Спасибо. Для того, чтобы максимально наглядно представить себе, как выглядит подобная система, очень советую посмотреть выпуск о канализации глубокого заложения в Петербурге, где погибли Павел Шпунтенков, автор канала Road to Film, и питерский диггер Алексей Мегавольт Кулаков. Я прошел значительную часть питерской системы и снял о ней видео. А я с вами прощаюсь. До скорых встреч и всего вам самого наилучшего.